Поклонники певицы Юлии Началовой знали, что ее имя не находится в списке самых высокооплачиваемых российских исполнителей. Однако никто даже представить себе не мог, насколько плачевным было ее финансовое положение. Юля имела самые низкие гонорары в отечественном шоу-бизнесе. Певицы платили буквально копейки. Представителям средств массовой информации удалось уточнить реальные цифры, и они подтверждают, что обладающая уникальным голосом Юлия Началова получала за свои выступления смешные деньги. В 2017 году Началова вместе с Татьяной Булановой приняла участие в торжественном концерте, посвященном очередной годовщине ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Гонорар Юлии за это мероприятие составил чуть больше 160 тысяч рублей, а Буланова за такое же выступление получила 236 тысяч. Рублей. При этом следует учесть, что обе певицы исполняли музыкальные композиции вживую, что редко практикуют даже самые дорогие отечественные звезды. Для сравнения журналисты приводят гонорары других исполнителей. К примеру, Стас Пьеха берет за свои выступления от 650 тысяч. До 1 миллиона рублей. Ценник Веры Брежневой составляет 1,2 миллиона рублей, а Елены Темниковой – 1,7 миллиона. Рублей. Недаром в прессу просочились данные, что в последние годы Юлия Началова жила на алименты, которые выплачивал на содержание дочери бывший муж певицы, футболист Евгений Алданин. Надо отметить, что только с Алданиным Юлия Началова сохранила теплые и дружеские отношения. Другие избранники певицы даже не сочли нужным прийти на траурную церемонию прощания. Ее бывший гражданский муж, хоккеист Александр Фролов, с которым Юлия прожила 4 года, в настоящее время переехал в Америку. Узнав трагическую новость, он ограничился СМС-кой родителям певицы со словами соболезнования. Я в принципе с ней простился. Думаю, что похороны – это не столь важная вещь. Особенно присутствие на похоронах. Это очень личное, между людьми. Мы расстались, минус цитирует Фролова издание kp.ru. Первый супруг Началовой, продюсер и бывший солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланский, также пропустил скорбное мероприятие. Он объяснил, что недавно пережил большое горе, проводил в последний путь маму, и с того времени избегает траурных церемоний. Напомним, что Дмитрия Ланского друзья и близкие родственники певицы публично обвинили в том, что он заставлял Началову сидеть на жестких диетах, подорвавших ее здоровье. По словам музыканта, скандал,
который раздули в некоторых СМИ после трагического ухода певицы из жизни, негативно сказался на его семье. Из-за публичных обвинений его детей подвергают травле в школе. В наш адрес звучит огромное количество проклятий, пожеланий смерти мне, моей жене и детям. Сейчас мы составляем заявление и подадим в суд на те СМИ, которые распространили обо мне недостоверную информацию. Рассказал Дмитрий в эфире программы «Эксклюзив».